Телерадиокомпания «Гродно» продолжает вечерний эфир информационно-аналитической программой «Открытый вопрос». В студии сегодня работает Ольга, Максимчик. Всем добрый вечер. Вакцинация была и остается в ряде случаев единственным защитным механизмом против смертельно опасных заболеваний. Как говорят специалисты, на сегодняшний день известно около 40 инфекционных заболеваний, против которых можно защититься именно благодаря профилактической иммунизации. Сегодня в прямом эфире мы поговорим о прививках, их важности и необходимости, а также о продолжающейся в ряде странах, на ряде континентов, в том числе в Беларуси и в Гродненском регионе в частности, Европейской неделе иммунизации. Гости эфира сегодня: Лилия Владимировна Миклаш, заведующая отделением иммунопрофилактики Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, и Луканская Ирина Эдуардовна, главный врач Государственного учреждения здравоохранения, детская поликлиника номер 1 города Гродно. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, пожалуй, начнем разговор в прямом эфире именно с той заглавной темы, что на сегодняшний момент продолжается Европейская неделя иммунизации. Мероприятие масштабнейшее, очень интересное и не первый год проводится. И каждый раз это мероприятие имеет свой лозунг, так называемый девиз. Давайте проговорим, каков девиз 2017 года. Действительно, вот уже 12-й раз в странах Европейского региона и в Беларуси проводится Европейская неделя иммунизации. Проводится она всегда в последнюю неделю апреля. Лозунгом нынешней кампании иммунизации является «Вакцины действуют». А целью кампании является привлечь внимание населения, еще раз поговорить о необходимости и значимости профилактических прививок, рассказать о том, какие вакцины на сегодняшний день используются, пригласить людей на профилактические прививки, объяснить им, что прививки нужно делать своевременно, что не следует отказываться от профилактических прививок. То есть это такая информационная неделя, когда медицинские работники будут рассказывать и напоминать нашему населению о значимости и важности профилактических прививок. Лилия Владимировна, значит ли, что в эту неделю будут только говорить, а возможно ли сделать, если есть желание, прививку? Конечно. Прививки делаются у нас по календарю, деток приглашают, взрослые тоже приглашаются на прививки. Если вдруг в эту неделю кто-то вспомнит или заинтересуется тем, а какая мне нужна прививка, особенно это касается взрослых, он может обратиться в поликлинику, где ему уточнят его прививочный статус и скажут, когда нужно ему прийти на прививку. Может быть, это сейчас, либо это на следующий год. То есть медработники будут только рады. Ну, и если мы говорим с вами о прививках, подскажите, пожалуйста, на сегодняшний день как будто бы такой диагноз, как корь или полиомиелит, как будто бы не часто встречается. Но в то же время мы продолжаем говорить о том, что в стране, в Республике Беларусь, делают вакцинацию против этих заболеваний, как и многих других. Напрашивается вопрос: так если нету этих заболеваний, они не встречаются, ими не болеет население Республики Беларусь, зачем делать прививки против этих инфекционных заболеваний? Да. Очень хороший вопрос, потому что действительно родители иногда отказываются. Вот в частности, корь – это инфекция, это прививка против этой инфекции делается в детском возрасте. Да, действительно, случаи кори в нашей области уже не регистрируются. В прошлом году не регистрировались, позапрошлом году был единственный случай зарегистрирован кори. Но это такое заболевание, которое не знает границ. И в мире, и в европейском регионе, к несчастью, случаи заболевания корью продолжают регистрироваться. Вот в 2016 году только в странах Европейского региона было зарегистрировано 5000 случаев кори. Вот. Случаи кори продолжаются и в этом году. И во Франции, в Италии, в Испании, в Швеции. В этом году уже. Но вот из-за того, что в Европейском регионе в прошлом году была такая ситуация по кори, это привело к тому, что и на территорию нашей страны был осуществлен занос инфекции. И уже 10 жителей нашей страны заболели. Это были в большинстве своем либо непривитые лица, либо это лица взрослого возраста, у которых очень много лет прошло уже после прививки. Поэтому, конечно, вакцинация, она необходима для того, чтобы защитить. Мы ведем активный образ жизни, мы выезжаем на отдых, в командировки, и никогда не знаем, где мы можем встретиться с человеком с возбудителем
с возбудителем или с источником инфекции, скажем, с больным человеком. Поэтому, конечно, люди рискуют, если отказываются от прививок, особенно от таких вот высококонтагиозных заболеваний, как корь. Но опять же, мы с вами говорим, что встречаются эти заболевания, но ведь такое минимальное количество таких случаев нам говорит не о том, что их нету, этих инфекций, они не циркулируют в окружающем мире, что ими не болеют где-то в других странах. Это все благодаря вакцинации, вот такой минимум мы достигли? Конечно. Однозначно благодаря вакцинации, благодаря высокому уровню коллективного иммунитета. Население, в принципе, защищено, в частности, детское население, поскольку это вот в основном детская инфекция, дети прививаются против кори в детском возрасте, на 97 и более процентов. И вот это и есть тот защитный барьер, который не дает возможности распространяться этой инфекции даже в случае заноса. То есть ее нету, потому что мы все привиты, или привитой тот, кто рядом имеет этот иммунитет. И если от кори есть шанс у человека поправиться без последствий, то от таких инфекций, как полиомиелит, это однозначная инвалидизация, понимаете? Или краснуха. Или краснуха, особенно для беременных женщин, когда, конечно, риск для рождения ребенка с врожденными пороками развития наверное, в нашем разговоре высок. мы подошли именно к тому моменту, когда стоит вспомнить эти заразные, так скажем, инфекционные заболевания, в ряде случаев даже смертельно опасные. И давайте перейдем к национальному календарю нашего уже Республики Беларусь планов прививок. Расскажем, что в него входит, какие заболевания, какие инфекции являются обязательными или, может быть, по рекомендациям? Значит, национальный календарь включает иммунизацию против вирусного гепатита Б, против туберкулеза, коклюша от дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори и паразита краснухи. Это в обязательном порядке. Вот. И отдельные категории граждан прививаются против гемофильной инфекции и пневмококковой инфекции и против гриппа. И если мы говорим с вами о национальном календаре, что это значит? Это все 12 месяцев строго расписаны, когда надо делать, в каком возрасте? Что он собой представляет, это руководство к действию? Конечно, строго расписано не то, что по месяцам, расписано по часам, как прививка от вирусного гепатита, которую делают в первые 72 часа рождения ребенка, или прививка от туберкулеза в первые 5 дней после рождения. И далее идет помесячно расписан весь календарь прививок, что необходимо сделать каждому человеку, не только ребенку, но и взрослому. То, что включено в национальный календарь обязательных прививок, делается бесплатно или на платной основе? Бесплатно, конечно. Все, что включено в национальный календарь прививок, у нас полная обеспеченность всеми вакцинами, которые необходимо сделать их бесплатно. Конечно, у нас есть право выбора пациента, он может выбрать и платную вакцину, которая не входит в календарь прививок, как, например, вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка. У нас это обычная вакцина бесплатна, а целлюлярная, то есть более высоко очищенная, это платная вакцинация, но это уже по выбору, по желанию самого пациента или родителей, если это ребенок. Уважаемые гости, будет ли справедливо сказать, что профилактическая иммунизация – это практически то же самое, что иммунитет, сформированный иммунитет? Или что же такое иммунитет и какая роль в нем своевременно сделанных прививок? Ну, иммунитет – это, конечно, несколько шире понятие, чем иммунизация. В общем-то, цель иммунизации – это выработать иммунные антитела против определенных инфекций. Это часть нашего иммунитета. Конечно, иммунитет, для того, чтобы выработалось иммунные антитела против инфекции, иммунитет должен быть достаточно крепким, прочным. Он должен работать на защиту организма, на защиту постоянства внутренней среды организма от всех инфекций. Часть, конечно, родителей у нас очень часто обращаются с вопросами, что вот ребенок часто болеет, вот, может быть, мы не будем его прививать, может быть, у него какие-то особенности конституции, как мы говорим, то есть он, может быть, страдает аллергией или какие-то еще есть нюансы у него по обмену веществ, по работе желудочно-кишечного тракта. То есть, конечно, в каждый раз надо подходить индивидуально к каждому ребенку. И первое, вот, сталкивается в поликлинике уже мама с ребенком с вакцинацией, это в месяц, когда он делает прививку против вирусного гепатита. Это вторая прививка, первая делается в роддоме. Первые 72 часа, да, как вы сказали. 12 часов. Даже 12 часов. Даже 12 часов. Потом как по возрасту распределяются эти прививки? То есть мы начинаем делать их с 12 часов с момента рождения, а потом? 5 дней, сутки до рождения. 5 дней, потом в месяц.
3, 4, 5 месяцев. Ну, в годик, и дальше уже в зависимости от окончания последней прививки 9-12 месяцев после 5 месяцев. Какие, может быть, инфекции приходится повторять прививки уже во взрослом состоянии? Дифтерия и столбняк. Дифтерия, столбняк каждые 10 лет взрослые люди рекомендуется им получить ревакцинацию, повторную прививку. Потому что детский возраст, он такой наиболее активный в плане иммунизации. То есть мы активно прививаем на первом году жизни, там 6 лет мы делаем против кори, краснухи и эпидпаратита следующую прививку, потом дифтерия, столбняк. И к 16 годам, в принципе, к завершению уже обучения в школе, да, ребенок получает всю эту базовую иммунизацию. И вот после 16 лет уже взрослым рекомендуется каждые 10 лет прививка против дифтерии и столбняка. Ну и, естественно, прививка против гриппа, там уже определенным категориям. Если мы с вами с детством как будто бы разобрались, то скажите, пожалуйста, от рубеж 12 часов от рождения, а если финишный, так скажем, рубеж, до какого возраста есть смысл и делают прививки? Максимальный рубеж по возрасту? Не ограничен. По состоянию здоровья. Если ребенку не делают в первые 12 часов жизни, вероятно, у него есть какие-то противопоказания медицинские. Когда стабилизируется состояние, когда доктор, осмотрев ребенка, дает заключение о том, что ребенку можно сделать, и это может случиться и в 2 месяца, и в 3, может случиться и в 5 лет. Ну и вот мы подошли к тому блоку вопросов, мне кажется, очень интересный. Вы, в принципе, вспомнили уже, что все очень индивидуально и от самочувствия, от конкретной ситуации, и, может быть, это не аллергия, а это что-то другое. Врач наблюдает, принимает решение совместно с родителями. Так давайте в целом характеризуем, что может быть стать поводом, причиной медицинского отвода от прививки. И отвод – это значит, однозначно медики принимают решение, что эту прививку делать никогда не будут, или это просто мы говорим об отложенной процедуре? Может быть, и та ситуация, может быть, это и постоянный отвод от прививок. Как правило, это тяжелые дети с тяжелой неврологической симптоматикой, судорожным синдромом или с тяжелыми реакциями на предыдущую прививку. Или там аллергия на куриный белок в анамнезе. Да, тогда именно вот вакцины, как, например, от гриппа, которая выращивается на куриных эмбрионах, она будет противопоказана. То есть именно конкретный вид вакцины может быть противопоказан. А временное противопоказание – это какая-то острая патология у ребенка или какая-то временная ситуация по неврологическому статусу, там, повышенная нервно-рефлекторная возбудимость, задержка психомоторного развития после перенесенной какой-то инфекции и так далее. То есть тут уже доктор решает индивидуально, насколько сделать отвод от прививок. Но если раньше прививки строго было противопоказано делать месяц после даже банальной вирусной инфекции, то сейчас такого противопоказания нет. Сейчас, если ребенок поправился, и он чувствует себя хорошо, он хорошо кушает, активно играется, можно, конечно, сделать ему анализ крови после перенесенной вирусной инфекции, и можно делать сразу вакцинацию по плану. То, что сократился вот этот срок отвода от прививки после перенесенного простудного заболевания, это говорит о том, что прививки стали, сам препарат более качественный, на уровень выше, или с чем-то другим связано пересмотр подхода к вакцинации? Ну, конечно, за столько лет применения вакцины сейчас совсем другого уровня, и, в общем-то, они высоко очищенные. И прежде чем дать нам такую рекомендацию, Всемирная организация здравоохранения многие-многие годы проводила исследовательские работы и пришла к выводу, что абсолютно не надо ждать целый месяц, пока ребенок полностью окрепнет. По сути дела, банальная вирусная респираторная инфекция без осложнений не наносит ущерба иммунитету ребенка. А какой может быть реакция после вакцинации, что укладывается в норму? И так много говорят сейчас, что осложнения, аллергия и лишние такая процедура только травмирует организм. Ведь вакцинацию тоже можно назвать мини-операцией, вмешательства в структуру организма. Вот на сегодняшний момент все-таки больше надуманного? Или вы действительно, медики, наблюдаете какие-то нетипичные реакции после вакцинации? Давайте разбираться, что такое типичная реакция после вакцинации, что может наступить и что является не нормой. Ну, вы знаете, тут надо смотреть, какая вакцина была сделана, и типичная реакция может быть разной на разные виды вакцин.
Возможно, повышение температуры незначительное, возможно, снижение аппетита у ребенка. Он может быть несколько более вялый, он может быть, наоборот, гипервозбудимый и плаксивый. Хочется, вот, пользуясь случаем, акцентировать внимание родителей, если уже речь идет о вакцинации детей, что 30 минут после вакцинации они должны провести в учреждении здравоохранения. То есть не уходить. Не убегать. Да, не убегать. И, как положено, прошло 30 минут, вернуться опять к прививочный кабинет и показать место инъекции. То есть вот эти реакции на прививку, они могут быть местные и общие. Местные – это когда появляется какая-то гиперемия, отек места там, где сделана инъекция на прививку. Обязательно на следующий день или на некоторые прививки через 5 дней придет медсестра и проверит эту реакцию на прививку. Но маме тоже надо быть бдительной и, в общем-то, отслеживать состояние ребенка, лишний раз померить ему температуру, посмотреть место инъекции, не забывайте питьевой режим, то есть обязательно поить ребенка. То есть процедура, которая должна сопровождаться определенными действиями. Всегда ли после вакцинации наступает реакция? Или может пройти эта процедура абсолютно безболезненно, что говорится, только сам укольчик? В большинстве случаев какая-то реакция организма будет. И это нормально? И это нормально, и это не должно пугать. Конечно, когда у ребенка повышается температура, там, допустим, до 38 и выше, ну, может быть, здесь уже нужно... Это уже тревожно. Это тревожно, да. Но когда у ребенка температура там в пределах 37, и там как бы визуализируется место инъекции, но это там не отек, не какая-то выраженная гиперемия, то это нормальная реакция. Все-таки мы ввели в организм антиген, который запустит очень сложный иммунологический механизм выработки антител. И организм таким образом реагирует. Ну, иммунитет – это вообще очень сложная тема. Ну, и вот в этой связи, если иммунитет – это сложная и процедура, и сам по себе механизм работы. Это то, что вырабатывается, либо нам от природы дается, либо мы можем ему помочь. Так вот, отказываясь от прививок, решение принимает, может быть, мама, может быть, родители, или взрослый человек принимает решение, что я не буду повторять эту прививку или не буду прививаться против гриппа. Вот этот отказ, чем он чреват, в принципе, ну, давайте какой-то сценарий определим, и, в принципе, правильно ли делают родители, решая за ребенка, что вот ему не нужны эти прививки, все те, которые мы сегодня вот уже вспомнили с вами, от первых 12 часов жизни, ну и потом в последующем. Ну вот да, вот такой парадокс в жизни наблюдается, что вот мы много лет, уже почти 60 лет прививаем. Естественно, заболеваемость значительно снизилась. Если там еще 20 лет назад было там более 10 тысяч случаев краснухи в области, то сейчас это как бы практически единицы. Вот. И нам иногда кажется, что зачем? Но это глубочайшее заблуждение, потому что мы остаемся незащищенными. И, в принципе, население земного шара, оно вакцинозависимо. Потому что во всех странах прививаются, и это создает определенные угрозы. Мы встречаемся с источником, мы где-то выезжаем, мы заболеваем, ну а исход, конечно, может быть перенесенное заболевание, ну либо это может быть вообще очень закончится летальным исходом. Мы знаем, что, допустим, та же корь, мы к ней возвращаемся, это заболевание, от которого умирают. К сожалению. От осложнений заболевания, да. Энцефалиты тяжелее. Тяжелейшее состояние. Поэтому, конечно, мы и родители должны осознавать ответственность. Вот подписывая отказ, они просто должны понимать, что они в дальнейшем берут всю ответственность на себя, чтобы потом просто не пришлось жалеть об этом, что когда-то бездумно или в силу какой-то информации, может, где-то что-то прочитала, или вот соседка сказала, вот я не буду, вот поддался какому-то такому единомоментному такому порыву и отказался. А ребенок может заболеть очень тяжело. Ну и вторая сторона медали, как бы защита, ну сам ты привился и защищен, а если ты не привился, ты заболеешь сам, это одна сторона медали, а другая сторона, ты можешь заразить своих родных и близких. Поэтому вот хочу обратить внимание тех молодых родителей, которые планируют иметь детей, например, даже в том же 2017 году, окружение будущего ребенка должно быть полностью привито от гриппа. Потому что взрослый может один раз чихнуть, а новорожденному маленькому ребенку одного чиха хватит, чтобы тяжело заболеть.
И вот мы с вами в разговоре подошли опять к очень интересной теме. Что такое коллективный иммунитет? Что такое иммунная прослойка? И какая ее роль в таком случае, если мы говорим с вами, что надо все-таки взвешенно, обдуманно принимать решение за ребенка, особенно когда мы говорим, отказываться от всех прививок? Ну, если так просто сказать, это, ну, вот, если мы возьмем, допустим, какую-то группу людей, 100 человек, да, вот на сегодняшний день у нас уровень охват прививками 97%, то есть из 100, грубо говоря, детей 97 привиты. Эти трое могут быть не привиты по медицинским противопоказаниям. И у нас не регистрируются эти случаи заболеваний. Но вот опыт показывает, что как только падает уровень коллективного иммунитета, всегда возникают риски и угрозы распространения заболеваний. Ну, это часто связано с какими-то такими, скажем так, катаклизмами. К примеру, ну вот вспышка полиомиелита в Чечне в период военных действий. Когда была война в Чечне, буквально через 2 года была очень большая вспышка полиомиелита. Почему? Потому что, естественно, военные действия разрушили всю эту структуру здравоохранения, иммунизации. Занос, иммунитет, население восприимчиво, уровень защиты коллективного иммунитета нет. То есть очень много в окружении людей непривитых. И сразу же большая вспышка. Такие вспышки были в странах, кстати, вот, по-моему, в Голландии. Так есть такие сообщества. В Туркменистане была вспышка полиомиелита. Просто кажется, что это на самом далеко, да, где-то не с нами не может произойти. Но на самом деле абсолютно рядом. Все эти инфекции рядом. И определенное достижение науки, если они уже есть, то, конечно, цивилизованный человек, ну, сам Бог ему велел пользоваться этим. И еще, учитывая, что все-таки сейчас весенний период, и мы активно все выезжаем на природу, в лес, хочу обратить внимание больших любителей свежего воздуха и леса, это все-таки на то, что существует вакцинация от клещевого энцефалита в том числе. И, конечно, сейчас люди более информированные, эрудированные к нам часто приходят и прививаются от клещевого энцефалита, но тем не менее это недостаточно большое количество населения. Я думаю, что в принципе прививка очень мягко, хорошо переносится, их могло бы быть гораздо больше. Кстати, по этому заболеванию проводить эту прививку надо ежегодно? Раз в 3 года. Раз в 3 года, да. И у нас есть категории населения, которые прививаются бесплатно. Она включена, иммунизация против клещевого энцефалита включена в календарь по эпидпоказаниям. Но это очень группа профессионального риска. То есть люди, которые работают в лесу, которые по роду своей деятельности могут заболеть. То есть они, ну, это лесники в основном, там, егеря. А население, которое, конечно, ну, просто любит отдыхать на природе, здесь, конечно, уже иммунизация на платной основе. Нужно обращаться в организации здравоохранения. И хочу вернуться опять к детству. Мы вспомнили ряд заболеваний. Это стереотипное мнение или все-таки это доказанный научный факт, что все вот такие, как краснуха, полиомиелит, паротиты и так далее, в детстве они легче переносятся, такие инфекционные заболевания, чем если, например, в взрослом состоянии встретить эту инфекцию? Это детская инфекция, конечно. И в детстве они переносятся легче, чем во взрослом состоянии. Но полиомиелит сюда не относится, потому что без полиомиелита, да. Заболевания. Детские инфекции – это ветрянка, корь, краснуха. То есть об этом тоже надо помнить, когда мы отказываемся от прививок, что в детстве это практически незаметно проходит с какими-то, может быть, укладывающимися в норму реакциями, а во взрослом состоянии это может закончиться... Иммунизация и во взрослом возрасте, она не пройдет сложно. Мы говорим о болезни. Конечно, мы для того и защищаем детей, чтобы этот вот был иммунитет, чтобы они не болели. Ну, а взрослые, понятно, что если взрослый человек не привитой в детском возрасте, там, в возрасте 30 лет заболеет эпидемическим паротитом, ну, это очень тяжело будет. И, во-вторых, здесь нужно говорить о том, что все-таки 25% бесплодия – это перенесенный паротит, эпидпаратит. Здесь тоже нужно об этом думать. То есть то, что мы отказались, то, что родители отказались в детском возрасте от прививки ребенку, это может выстрелить где-то там в возрасте 20-30 лет и так далее. По сути дела, в любом возрасте. В любом возрасте. И еще привитая женщина
правильно привитая женщина, она передаст и защитит своего новорожденного ребенка. Он практически 6 месяцев он будет находиться под защитой ее антител матери. Ему хватит. А дальше к этому времени уже нарабатывается иммунитет, идет иммунизация, и ребенок уже получает приобретенный иммунитет. Действительно, очень сложная тема иммунитет человека. Ну, пройдем дальше по нашей теме. Ну, может быть, обыкновенный вопрос, может быть, где-то совершенно банальный, но можно ли сделать прививку на дому? Ну, вот к маленькому ребенку уже врач приходит, и можно некоторые же процедуры делать на дому. Так вот, прививки можно делать на дому? Нет, прививки на дому делать нельзя. Все-таки прививки надо делать в специально оборудованном помещении, которое куча требований к этому помещению. Оно должно быть чистое, стерильное, освещенное. Кроме того, должна быть обязательно укладка для оказания неотложной помощи, если в этом понадобится. Обязательно должен быть осмотр врача, измерение температуры. И только после этого делается прививка. Причем прививка делается персоналом, который обучен этому, который имеет сертификат на проведение вакцинации. Все понятно. Ну и если мы вспомнили о клещевом энцефалите, пройдем дальше по этим инфекциям. Так или иначе, может быть, я ошибаюсь, но, наверное, года не бывает, чтобы в регионе не было зарегистрировано случаев бешенства. Так вот, если говорим мы про этот смертельно опасный вирус, против него вакцинация возможна? Можно ли сделать? Ну, здесь надо понимать, что если мы говорим о заболеваемости, то это животные болеют, да, бешенством. Да, безусловно. И иммунизация против бешенства возможна, и как бы она подразделяется на 2 вида. Один вид иммунизации – это профилактическая иммунизация, и второй вид – это лечебно-профилактическая. Профилактической иммунизации, то есть подлежат определенной категории работающих граждан. То есть это, опять-таки, лесники, это ветеринарные врачи, то есть те, кто по роду своей деятельности могут проконтактировать с больным, условно больным бешенством животным. А лечебно-профилактическая иммунизация, она еще иначе называется постконтактная, это ее получают лица, которые имели вот контакт с каким-то безнадзорным животным, и с профилактической целью проводится... Вот она назначается в 100% случаев. Да, она назначается... Есть прививочного статуса. Это назначают специалисты радиологи, специалисты травматологических и хирургических кабинетов. То есть выясняются все обстоятельства и назначается вот и вакцина, и в том числе иммуноглобулин антирабический. Раньше как-то говорили, что это 40 уколов обязательно в живот на данном этапе. Нет. Сейчас другая немножечко схема. Полный курс – это 6 инъекций, но параллельно устанавливается наблюдение за животным, если это животное известно. И если это животное известно, и с ним ничего не случилось в течение 10 дней наблюдения, то потом медицинские работники отменяют этот курс иммунизации. И тоже проходится все в процедурном кабинете под наблюдением обязательно медработника. Ну и если говорить о, опять же, достижениях науки, в свое время, и это не такое далекое время, назвали настоящим прорывом прививку, вакцинацию против вируса папилломы, рака шейки матки. Такая процедура проводится и у нас в регионе. Я так понимаю, что на базе вашего учреждения медицинского, в том числе? Не только, в том числе и на базе нашей поликлиники в прививочном кабинете проводится вакцинация против рака шейки матки, вызываемого вирусом папилломы человека. Самое главное, что рекомендация по этой вакцинации – это примерно за 4 года до начала половой жизни. Вакцинация проводится 3-кратно, это платная вакцинация, она не входит в календарь прививок. На сегодняшний день считается прорывом и действительно одной из самых эффективных способов защиты от рака шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека. Причем этого вируса существует очень много типов. И вакцина, которая у нас есть, она предотвращает от 3 типов вируса папилломы человека. Самых канцерогенных, то есть самых вредных типов вируса, которые вызывают рак шейки матки. Эта процедура востребована? Население знает, что такая прививка существует? Население знает, но вы знаете, насчет востребованности, острой востребованности такой нет. Все-таки дети, и как бы каждая мама думает,
когда же моя девочка, когда она там начнет жить половой жизнью, тогда вот как-то и определиться. Хочу сказать, что это несколько поздно, хотя на сегодняшний день установили ученые, что и даже зараженный человек вирусом папилломы человека, получив эту вакцинацию, организм очищается, санируется от этого вируса, то есть тоже имеется польза, но все-таки максимально положительный эффект – это до начала половой жизни, до начала инфицирования вирусом. Ну и если завершать эфир сегодня, наверное, самый главный вывод нашей с вами встречи. Ничего другого, кроме как вакцинации для выработки иммунитета человечества, ученые, наука еще не придумала. И вот, наверное, для этого и нужны вот эти европейские недели иммунизации, чтобы вот мы встретились, рассказали, может быть, кто-то нас услышит и придет в поликлинику и сделает прививку. Что вами запланировано? Ну, у нас и горячая телефонная линия всю неделю работает, то есть может дать ответы на вопросы и заведующий отделением, и врач-иммунолог. Мы запланировали встречу с подростками на четверг, чтобы рассказать им, как они должны себя защищать. Они уже могут принимать определенные решения, как в будущем защитить им своих будущих детей. Вот. Ну и, конечно, встречи с родителями обязательно. Ну что ж, сегодня эфир будем завершать. Вам огромное спасибо за интересную, актуальную беседу. Наших телезрителей я благодарю, что это время провели вместе с нами. Всем сегодня пожелаю приятного телевечера.